Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я наконец-то расскажу вам про один из самых крутых объективов для камер формата APS-C Viltrox 75 мм f1.2. И это видео могло бы стать, наверное, самым коротким на моем канале, ну, если не считать шортсы, потому что, а что тут, собственно, рассусоливать? Viltrox 75 мм f1.2 Pro, он просто охуенен. Будто бы этот объектив делали ангелы где-то на небесах и просто снизошли до жалких людишек и послали ему как, блядь, благословение какое-то. Ну, конечно же, восторженность — это здорово, и, может быть, классно было бы приколоться и сделать действительно такое видео, но я, конечно, объектив буду сегодня хвалить, но я не могу вас оставить без каких-то, примеров, как-то подтвердить свои утверждения нужно, хоть чем-то описать свои впечатления о нем более как-то весомо. Ну и обязательно мы покопаемся, может быть, даже я какие-то найду недостатки, хоть какие-то, даже если они окажутся какими-то надуманными. Недавно я на канале как раз рассказывал про объектив Viltrox 56 мм f1.4. Это не про серия их, а самый такой обычный, простой светосильный объектив для APS-C камер. Портретник, в общем-то, в пересчете, в эквиваленте там получается 85 мм, и это действительно компромиссный объектив. Он обладает отличной резкостью на прикрытой диафрагме до f2, то есть там прям все хорошо. У него прекрасный конструктив, он сделан из металла, то есть по качеству изготовления там, опять же, вопросов никаких, даже бленда из металла. Сейчас он используется, кстати говоря, у меня для записи этого видео. Хороший очень объектив, вопросов к нему не очень много, но у него абсолютно нерабочая, на мой взгляд, по крайней мере, максимально открытая диафрагма. На f1.4 там все довольно плохо с хроматическими операциями. Плюс объектив боится очень сильно засветок. Ну а теперь Viltrox выпускает новую Pro серию с объективами, у которых вообще дырка f1.2. И, конечно же, когда мне подписчик прислал этот объектив для обзора, я насторожился и ждал некоторого подвоха. То есть, опять же, f1.2 это еще больше, чем f1.4, и тут могут быть еще более компромиссные какие-то решения применены. Но опасения мои были напрасны. Поэтому вообще все фото, которые будут показаны здесь, в ролике, сняты на f1.2. Я вообще ни разу дырку не закрывал на этом объективе. Все снимки, которые я делал на него, все сделаны на суровом, жестком, максимально клевом f1.2, потому что оно оказалось, опять же, абсолютно прекрасным и рабочим, и вообще без каких-либо оговорок или компромиссов. Ну и насколько мне известно, здесь все-таки я не верю в чудеса, я вроде думаю, что это не секрет. Оптическую схему для этого объектива 75 мм f1.2 Pro разрабатывала корпорация Hoya. Ну и стекла делали тоже так же японцы, а китайцы уже только на своих мощностях собирали объективы, так что тут нет ничего, в общем-то, удивительного. Справились япошки просто замечательно. Объектив получился РС чудесный. Картиночки с него прекрасные, но про картиночки мы чуть позже поговорим. Сейчас давайте я немножко про сам объектив расскажу, покажу, как он выглядит, и дальше уже двинемся потом. Для крупного стекла он весит немало, ощутимые 670 граммов, он прям такой увесистый. И очевидно, что его будет некомфортно на мелких тушках Fujifilm использовать, типа там XE, X-Pro каких-нибудь серий, без какого-либо доп-хвата. На X-T4, X-T5, вот этих вот сериях, наверное, можно будет более-менее терпимо использовать. А лучше все-таки на нормальных тушках с человеческим хватом, таких как XH1, XH2, или даже XS10, как в моем случае, я использовал ее, вполне себе эта стекляшечка комфортно там себя ощущает. И, конечно, вес тут такой неспроста, корпус выполнен, сами понимаете, полностью из металла. Все колечки в том числе, все, естественно, здесь металлическое. Также, если мы снимем крышечку и посмотрим сюда, здесь есть очень такое довольно-таки мощное резиновое уплотнение здесь по краю. И объектив в целом имеет пылевлагозащиту полноценную, то есть с этим тут все в порядке. Так что вот этот шильдик Pro здесь не просто так красуется, это действительно реально
мощное профессиональное стекло. Ну и основную массу, конечно же, составляют специальные линзы с нанопокрытием. Все-таки 16 элементов и такая внушительная светосила f1.2. Кольцо диафрагмы, кстати, очень так приятно тихонечко отщелкивает третий стопов. У диафрагмы здесь 11 лепестков скругленных. Кольцо фокусировки такое широкое и тоже из металла. Что значит со временем, конечно, что оно поцарапается, ну, это просто неизбежно, как бы такой покрашенный металл, он в любом случае какие-то царапинки дособерет. Ну, единственная пластиковая деталь на всем объективе, в принципе, находится здесь вот сбоку, это переключатель автофокус и мануальный фокус AFMF. Это единственное, что здесь из пластика, остальное все из металла. Ну хотя бленда такая фигурная, красивая, большая, очень мощная. Она тоже сделана из пластика. Сейчас я не помню, как тут надо совмещать. Вот так все. Совместилась здесь. В общем, вот, бленда тоже пластиковая. Ну, это, мне кажется, уже скорее в целях не экономии сделано, а скорее для облегчения конструкции. Ибо раньше в дешевых своих объективах, вот типа как вот этот 56 мм 1.4, Viltrox делал металлические бленды, и там это, в общем, прикольно смотрелось, но там это было так достаточно сбалансировано. Тут все-таки объектив гораздо крупнее, гораздо тяжелее, и уж лишний раз его облегчить не мешало бы. И диаметр светофильтра, кстати говоря, тут довольно тоже большой, 77 мм. Ну и есть еще вот здесь вот внизу маленькая надпись Made in China, но, как видите, здесь совершенно не стыдно такую надпись иметь, да и вообще, в принципе, в последнее время надпись Made in China часто означает все-таки качество и что-то интересное, а не ширпотреб. Viltrox 75 мм f1.2 Pro – это, конечно же, исключительно портретный объектив. Он абсолютно прекрасен, просто идеален для классического портрета в самом вот таком кондовом смысле. То есть это вот прям портретник. У него и фокусное такое получается в эквиваленте 112 мм, что где-то между более стандартными 105 и 135 мм. Можно, конечно, попробовать на него снять нечто похожее на какое-то макро, но это будет довольно затруднительно, потому что минимальная дистанция фокусировки здесь все-таки 88 сантиметров, а это довольно-таки приличное расстояние, так что тут, очень близко что-то, скорее всего, ты просто снимешь, но, опять же, придется угадывать, насколько тебе надо отойти. Так, 88 сантиметров примерно на глаз не прикинешь. Но зато ты всегда находишься на отдаление от объектов съемки, не нарушаешь их личное пространство, и котиков не смущаешь, и, в общем, у этого есть определенные плюсы. Кому-то нравится на такое более длинное фокусное расстояние снимать. Я, конечно, не фанат, но тоже заценил, в принципе, этот момент. Про тех же котиков, вот пара фоток, которые сделаны на, опять же, напоминаю, максимально открытой диафрагме, я ни разу не закрывал объектив. Все снимки, которые здесь будут представлены, все на f1.2 сняты. Феноменальная резкость на открытой. У котиков идеально прорисована вся шерстка, бакешка при этом максимально такая кремовая, нежная, размытая, растушеванная. И полное отсутствие какой-либо хроматической аберрации где угодно на кадре. Объектив этот я тоже не побрезговал использовать для своего рода такого мышиного стрита. Это когда ты в подзорную трубу смотришь на лица людей откуда-то издалека, и они при этом даже, скорее всего, не понимают, что ты их снимаешь. Вот это, блядь, стрит, конечно. Это я так иронизирую, угораю на самом деле, но он для таких целей тоже весьма-весьма пригоден, потому что фокусируется хорошо объектив на тушках Fuji, то есть вопросов каких-то у них там по взаимодействию между собой нет, следит за глазами нормально, попадает, все отлично с резкостью, очень хорошее, приятное размытие, оно такое прям нежное, мягкое, вот просто чудесно. Если бы это не были такие дебильные снимки рандомные. Опять же,
Снимки рандомные, они как раз более показательны, потому что здесь я не выбирал вообще там красоток, я снимал все подряд, и каких-то там бомжей заскорузлых, и симпатичных девочек, и девочек каких-то там с прыщами. Ничего не редактировалось, также скинтон здесь тоже никак не редактировался. Это вот скинтон, как раз-таки вот такие розовые поросячьи лица выдает стандартно по умолчанию современная камера Fujifilm. Ну, я снимал здесь на XS10. Ну и, конечно же, я поснимал красивых юных няшечек, потому что именно для подобных целей объектив и создан. Вот тут у меня фото в контровом свете. И, как видите, мне не получилось добиться какой-то потери контраста, каких-то засветок или хотя бы, может быть, появления хроматических аберраций в местах, ну, там, жесткого контраста между светом и тенью. Я смог добиться на вот этой серии снимков только прекрасного воздушного размытия и максимальной нежности изображения. Это реально один из лучших портретных объективов, которые я когда-либо пробовал на кропах, если вообще не лучший, потому что я не могу так навскидку сказать, что может с ним сравниться по качеству картинки. В общем-то, можно смело сказать, что это шедевр. Это шедевр! Очень теперь хотелось бы попробовать их второе про стекло. У них уже появился еще один там объектив этой серии, 27 мм f1.2, что в эквиваленте на APS-C формате камер получается 40 мм, а мне это фокусное очень нравится. Так что Viltrox, если вдруг каким-то образом вы смотрите, мониторите, что про вас в сети говорят, я вас хвалю, мне нравятся ваши объективы, у меня они используются очень даже обильно, и я за свои деньги их покупаю чаще всего, или мне подписчики их дают. Но если вы вдруг захотите посотрудничать, ребята, все ссылочки в описании, пишите мне в соцсети, пишите на почту, я с вами готов связаться и поработать. Как я в начале ролика и сказал, Viltrox 75 мм f1.2, он действительно охуенен и даже, возможно, пиздат. И у него абсолютно идеальная резкость, уже начиная с открытой, соседствует с просто прекрасным, мягким, нежным размытием. Он не ловит какие-то засветки или блики, ну, по крайней мере, в тех ситуациях, в которых я снимал, ни разу мне не получилось словить какую-то непонятную засветку, так, чтобы у меня заруинилась картинка. Также я на нем не обнаружил хроматических аберраций, всегда снимая на максимально открытой диафрагме. То есть хроматических аберраций я вообще не увидел. Не, ну может быть, если где-то там с лупой прямо там до нано там каких-то величин разглядывать, может быть, где-то там на полпикселя какая-нибудь хроматиночка где-то и есть. Но вот если просто нормально смотреть на картинку, как обычный человек ее разглядывает, нигде никаких аберраций нет. И у него есть лишь два надуманных таких немножко недостатка, но все же они неоспоримо присутствуют в этом объективе. Ну, во-первых, он огромный и тяжелый, так что этот объектив будет не очень комфортно использовать на многих кроп-тушках, у которых плоховато с хватом, ну, у которых там маленький хват вообще, да, сами по себе, если они компактные. То есть тебе просто будет неудобно его удерживать, придется держаться не за тушку, а скорее за объектив, а тушка будет на нем просто болтаться. Ну и во-вторых, это очень специфическое фокусное расстояние, которое может быть не всем и не всегда нужно, кому-то может быть даже неудобно настолько далеко отходить, как-то, особенно если ты в помещении снимаешь. Но если ты ищешь для пленера, например, да, какое-то идеальное, прекрасное стекло для съемки максимально классических портретов с выделением объекта, размытием фона в хлам, и при этом, чтобы у тебя все было красиво и хорошо, то вот этот Viltrox, он просто божественный, он просто находка. Лучше него, наверное, для APS-C камер ничего пока что не придумали. Ну, я надеюсь, что вам было интересно узнать, что я про этот объектив думаю. Хоть я его и расхваливал весь ролик, в общем-то, потому что его поругать вообще не за что. Может быть, даже к сожалению, потому что я привык к каким-то более взвешенным обзорам на этом канале. То есть, ну, всегда, когда что-то существует, там, камера или объектив, у него есть как такие прям очевидные плюсы, очевидные минусы или там какие-то немножко полускрытые какие-то нюансы. Но здесь вот прям
все хорошо, практически вот все прекрасно. Подписывайтесь на канал, если еще этого до сих пор не сделали, обязательно поставьте лайк, потому что ютубчик это любит. Ну а я желаю вам всем хороших снимков и до новых встреч, пока.